надо сейчас ее как бы телегу всю. Вон, нам надо так и держать, потому что да, не вариант. А сейчас вот давай начинай сравнивать. Так, торопись, стол видишь, у нас что делает? Всем привет! На связи АСТ+. Сегодня мы находимся в Архангельской области, город Северодвинск. Здесь совместно с нашими друзьями из компании МК «Север» мы занимаемся проектной перевозкой тяжеловесного груза для космодрома «Восточный». Компании МК «Север» и АСТ+ перевезли различные крупногабаритные тяжеловесные грузы сначала из производственного цеха на площадку испытаний и затем с территории завода промышленной технологии в порт Чайка. В порту Чайка мы сдали груз морякам, которые при помощи судовых кранов перегрузили его на корабль, и далее вся партия отправилась по Северному морскому пути, а также рекам Амур и Зея на космодром «Восточный». Работа по перевозке пускового стола, доверенная нам компанией промышленной технологии, крайне важна для страны. Мы ведем очень грандиозный, интересный проект. И для его завершения мы пригласили своих партнеров, компанию «Автоспецтяж». Одним из этапов проектной перевозки является перевозка балок для космодрома «Восточный». Наша компания взяла на себя перевозку сложнейших грузов. Это балки длиной более 30 метров и весом около 70 тонн, а также мост длиной 44 метра и весом 120 тонн. Наши грузы имели настолько выдающиеся габариты, что приходилось полностью перекрывать дорожное движение. Общая масса автопоезда превышает 160 тонн. Его ширина составляет 6 метров 10 сантиметров, высота свыше 6 метров. И чтобы не создавать дискомфорт жителям города, было принято решение производить перевозки только в ночное время. В грузоперевозках такого типа самое главное – безопасность. Доставка стартового стола для космодрома «Восточный» – это стратегически важный проект как для нашей компании, так и для всей страны, а также большая ответственность. Именно поэтому мы применили весь наш более чем 10-летний опыт в перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, чтобы безопасно и без возникновения внештатных ситуаций доставить этот груз. Для выбора маршрута мы вынуждены были организовать технологический выезд, поскольку основные маршруты не допускали возможность проезда подобного груза. Для перевозки 30-метровых балок мы использовали 7-осный полуприцеп грузоподъемностью 80 тонн с двойной раздвижкой и гидравлически управляемыми осями. Для перевозки моста мы использовали балластный тягач МАН с колесной формулой 8х4 и мощностью 680 лошадиных сил. Он рассчитан на вес автопоезда более 250 тонн. Данного технологического проезда мы столкнулись с рядом трудностей. В первую очередь это критическое обводнение, которое потребовало нам значительных усилий для обустройства перевозки настолько крупногабаритного и тяжеловесного груза.
передвигается на двух модульных тележках с 5 и 6 осями, на которых установлены поворотные столы грузоподъемностью 300 тонн. По маршруту перевозки нам необходимо было пройти два сложных поворота, о которых мы хотим рассказать подробнее. Общая длина автопоезда с балками составила 42 метра. Угол первого поворота был практически равен 180 градусам, поэтому поворот мы проходили в несколько маневров. В паре с водителем тягача работал оператор, который подруливал осями полуприцепа. Для координации они использовали радиосвязь. Общая длина автопоезда с мостом составила 54 метра. До первого поворота тягач тянул модульные тележки спереди. Затем для вхождения в поворот перецепился и толкал модули сзади. Обеими модульными тележками управляли два оператора, которые подруливали осями. Сейчас автопоезд подходит к участку подготовленного полотна на улице Двинской. Нам предстоит 4 подъема проводов. Для прохода под проводами мы применяем диэлектрические штанги, которые способны выдерживать напряжение более 35 киловольт без отключения. После прохождения основного участка маршрута необходимо было преодолеть еще один поворот с острым углом заезда. Первым этот поворот проходил автопоезд с балкой, и радиуса хватило, чтобы сделать это в один прием. В случае автопоезда с мостом требовалось совершить дополнительный маневр и перецепить тягач, чтобы далее он снова тянул модульные тележки за собой. В 100 метрах от выгрузки нас ждало финальное препятствие – надземный трубопровод. Высота автопоезда в транспортном положении подвески не позволяла проехать. Но благодаря гидравлической системе модульных тележек мы смогли временно уменьшить высоту автопоезда и безопасно преодолеть эту преграду. Так, хорошо, хорошо! Давай по чуть-чуть! Потихоньку, потихоньку! Благодаря тщательной подготовке перевозка проектных грузов прошла спокойно и по плану, а все сложности мы преодолели легко и с позитивным настроением всей команды. Мы получили отличный опыт, который воодушевляет всю команду АСТ+. Мы всегда любили и любим решать сложные и нестандартные задачи, и это точно вызывает неподдельный интерес у каждого нашего сотрудника.